Всем привет! Я часто раздаю советы для студентов, которые какие-то науки пытаются освоить, где-то учатся, но это все относительно теории, то есть каких-то конкретных знаний, каких-то учебников, конспектов и всего прочего. Но вы мне напомнили, что вас очень много, вы разнообразные, точнее мои зрители, и среди вас есть представители творческих профессий. Я такая, ох, точно. Но я-то знаю, что у творческих профессий все работает совершенно иначе, потому что это два таких процесса, потому что знания и навыки — это немножечко разные химические процессы в мозге, разное получение знаний, творчество — это вообще другая стратосфера. В общем, я справляюсь. Сегодня первая порция, но дальше я буду как бы распространяться на эту тему, потому что у меня есть большой опыт. Первое мое образование творческое. Вы мне много чего подсказываете, соответственно, давайте начинать. И первое, что я очень сильно советую, как раз-таки из своего личного опыта, это старайтесь не забрасывать планирование. То есть нам кажется, что творчество — это что-то такое эфемерное, что приходит, уходит, вдохновение и так далее. Но в любом случае, если вы учитесь на какой-то творческой профессии, у вас есть то же самое: зачеты, курсовые, какие-то работы, сдачи, экзамены и так далее. То есть у вас есть спектр работ, которые вам нужно сделать. Соответственно, лучше всего их записывать, потому что потом это как бы в снежный ком превращается. Возможно, вам не нужно такое подробное планирование. Вы можете просто более общее, какие-то дедлайны, обязательно это все прописывать. Для того, чтобы как раз-таки освободить ваши творческие силы, чтобы вы не заморачивались над тем, что вы забыли, что не забыли, когда нужно сдавать, чтобы у вас это все было во внешнем источнике, там на телефоне или в ежедневнике, и тогда вы сможете посвятить себя созданию прекрасных вещей. По поводу создания прекрасных вещей. Очень сильно советую завести блокнот для идей, потому что так много прекрасных, замечательных идей было забыто до того, как я завела. Просто у меня был обычный блокнот на пружинке, всегда с ручкой. Я зарисовывала, записывала какие-то вещи, потому что когда особенно вы в такой уже, знаете, в процессе творчества, когда уже вы вошли в раш, вы уже знаете, что вы делаете, вы уже осваиваете какие-то техники, материалы, у вас есть какие-то задания, ваш генератор идей постоянно работает, то есть постоянно что-то приходит на ум, вы как-то додумываете, передумываете, то есть процесс уже запущен в любом случае. Соответственно, чтобы ничего не потерять, лучше иметь под рукой записную книжечку, и лучше это все-таки делать не на телефоне, потому что на телефоне вы можете только записать, ну там на части телефонов можно зарисовать, но в большинстве случаев иногда быстрее зарисовать какую-то вещь, подписать, там что-то сделать. Соответственно, очень сильно советую завести такой блокнотик, и ни одна идея не будет потеряна. Да, скорее всего, большинство из них окажутся какой-то откровенной чушью, но все-таки свою золотую какую-то идею вы там обязательно найдете. Следующий совет относительно практики, а точнее отработки вашего навыка. Это переключение между сознательным и бессознательным. Я прекрасно знаю, что когда вы конкретно творите, рисуете, лепите, все что угодно делаете, сочиняете, неважно, это идет бессознательный процесс, потому что вы погружаетесь в себя и как бы просто, знаете, как генерируете что-либо. Чем больше сознания в этот момент, тем хуже. Ну вот я замечала такой процесс. У меня то же самое, у моих однокурсников было то же самое. То есть чем больше ты подключаешь голову, тем хуже происходит. Все-таки творчество — это сложный процесс, который, знаете, сознания ему не хватает. Ему нужно немножко больше, поэтому он уходит в подсознание. Но бывают такие моменты, когда вы смотрите на свой итоговый продукт и понимаете, что что-то не так, что-то вам не нравится, что-то нужно исправить, как вам кажется. И вот в этот момент лучше включить сознательную практику, то есть обратите внимание, что не так, почему не так. Попробуйте докопаться до истины, это можно сделать только за счет сознательных усилий, то есть вы должны сознательно искать ошибку или искать способ исправить это дело, и потом как бы отработка идет тоже на сознательном уровне, но когда вам понадобится в дальнейшем этот навык или для того, чтобы что-то воспроизвести или что-то сделать, он уже как бы будет у вас исправлен. И относительно сильных и слабых сторон в теории я говорю о том, что бейте в свои слабые стороны, это нужно, это важно. В творчестве я говорю, не надо бить по своим слабым сторонам. Множество исследований проведено на этот счет, мне было интересно, я это изучала. Относительно творчества говорят нам о том, что не нужно это делать, потому что у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. И творчество — это такой процесс, который, вот когда вы пытаетесь, очень сильно пытаетесь исправить свою слабую сторону, оно гаснет.
потому что у вас есть область, в которой у вас все хорошо, у вас получается, вы молодец. Но если вы будете упорно как бы бить в ту точку, где у вас не получается, вот до потери пульса, ничего хорошего от этого не будет, потому что, скорее всего, да, вы улучшите как-то немного свой навык, но не так сильно, но вы можете потерять задор, вы можете потерять вдохновение, креативность и так далее. Соответственно, в этой ситуации я все-таки советую вам опираться на свои сильные стороны, раскручивать их, развивать, и в большинстве случаев вам этому будет достаточно, то есть это будет ваша фишка, это будет ваша особенность, это ваша будет именно сила. А ваши слабые стороны, да, их прорабатывать нужно, нужно все-таки знать какие-то вещи, особенно если это базовая какая-то вещь, которая у вас не получается. Нужно все-таки уделять время, но в какой-то момент придется остановиться. Следующее, что я вам советую, это погружаться немного глубже, чем вы хотите или предполагаете. То есть, если у вас какая-то техника, какой-то навык, еще что-то, постарайтесь узнать, как это все устроено, как это все сделано, из чего это состоит, почему это делается так, а не иначе. То есть вот это погружение в саму технику, в сами тонкости того, там, например, из чего сделаны краски, как они устроены, почему именно это происходит, какие есть разбавители, еще что-то, ну вот если с художеством связанные. То есть погрузитесь в это, потом, впоследствии, вам это очень сильно пригодится, потому что в моменты, когда у вас что-то не будет получаться, вы будете понимать гораздо больше, вы гораздо быстрее сможете найти свою ошибку, потому что вот это самое знание, устройство того, как это все, в общем, сделано, как это все работает, оно помогает гораздо быстрее вас сообразить, как, что, куда, зачем, и исправить это дело. Потому что в моем случае я очень долго пыталась понять, почему у меня грязная акварель. Я думала, что это какая-то моя фишка, что это что-то такое вот, в общем, особенное. Но мне в любом случае это все время не нравилось. Потом оказалось, что я рисую многопигментными красками, которые в смешении между собой дают вот эту грязь. Как только я перешла на однопигментные прямые красители, все исправилось. Следующий совет, который, я думаю, некоторым покажется странным, людям творческих профессий, хотя я думаю, что все-таки сейчас уже немножко полегче с этим всем делом. Я имею в виду то, что референсы — это наша сила. То есть я призываю вас на протяжении всего обучения, всей вашей работы, всего-всего-всего процесса копить референсы, копить картинки, которые вам нравятся, какие-то изображения, фотографии. Это то, что вас вдохновляет, потому что творчество — это никогда не бывает чего-то сверхнового. Вот вообще чего не было. Нет, мы всегда составляем просто из того, что уже есть, что-то новое. То есть чем будет шире ваша палитра того, что вы знаете, того, что вы видели, того, что вы можете себе представить, тем интереснее, креативнее вы будете. Соответственно, это будет именно то, на чем вы будете опираться, то, на чем вы будете творить. То есть чем больше вот эти референсы, ваша насмотренность, ваше богатство того, что вы уже видели, тем интереснее вы можете создать какой-то итоговый продукт лично ваш. И по поводу того, что некоторые могут быть против, ранее, ну я, по крайней мере, училась такой системе, что референсы — это что-то плохое, нужно рисовать из головы. На самом деле, если вы не вложите в эту самую голову много всего интересного, вы не сможете ничего оттуда получить. И последний совет, который я вам могу дать в этом видео, это то, что обязательно доделывайте то, что вам кажется, что у вас не получается в плане, когда вы что-то начали, какой-то проект, ну вот вначале он какой-то кривой, косой, как-то все не так пошло, какие-то сочетания не очень. Вот вы видите, что это будет провал. Вот вам кажется, что и не надо продолжать. Я очень сильно советую вам не сдаваться в этот момент, а попробовать исправить. Потому что когда у нас все получается легко и просто, очень красиво сразу, это, конечно, прекрасно. Но в случае, когда у вас что-то не получилось, и вы попробовали исправить, и зачастую у вас получается это исправить так или иначе, вы получите гораздо больше, то есть вы гораздо больше опыта, интереса и так далее. Уникального навыка сделать из чего-то не очень красивого, сделать что-то очень красивое. Это именно навык. Вам очень сильно пригодится потом еще в работе, да, думаю, и в учебе, потому что не все работы получаются идеальными. И если каждый раз выкидывать с ней идеальную работу, вы будете очень долго трудиться. Но если вы научитесь доводить до конца и исправлять, приводить в такую, знаете, норму, оно нормальное. То есть не обязательно все должно быть идеальным, гениальным, потрясающим. Некоторые вещи должны быть просто нормальными.
Если вы себя приучите к этому, то вы сможете гораздо быстрее продвигаться. Соответственно, чем больше ошибок, чем больше исправлений, тем больше пользы для вас, потому что тем больше вы можете вынести из всего этого процесса, и на работе это очень хорошо пригодится. Все, мои хорошие, на этом пока все. Но, повторюсь, я еще буду развивать эту тему, потому что, на самом деле, это абсолютно не затронутая практически мной тема, которая, я думаю, многим будет интересна. Так что пишите еще темы, на которые, возможно, вы хотите найти ответ. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока!